Рисуем зимний пейзаж. Ну, надо же хотя бы под конец зимы нарисовать зимний пейзаж. Немного снега. Именно это и есть самое трудное в данном изображении зимнего пейзажа. Мы должны с вами мысленно зарезервировать белое пространство для снега. То есть в азиатской акварели есть белила, в отличие от западной акварели. И за нами встает выбор. Мы можем белый цвет изображать либо белилами, используя белила, либо резервировать и оставлять белое пространство. Мы сегодня поступим и так, акцентируя некоторые места белилами, но в основном отображая снег, именно оставив для него, зарезервировав мысленно место и просто обрисовав его вокруг, оттенив его вокруг. И мы начинаем с того, что рисуем здание. Здесь все достаточно просто. Лучше всего иметь перед собой референс, чтобы иметь представление о том, как, собственно говоря, выглядит тот объект, который вы изображаете. И мы работаем кончиком кисти. Кисть должна работать как карандаш. Для этого мы ее подсушиваем об салфетку, то есть она должна быть сухая, но с наличием чернил на ней. Мы начинаем работу чернилами. Берем активный черный цвет и начинаем кончиком кисти наносить контуры тех объектов, которые мы изображаем. У азиатских зданий у них достаточно сложное строение, но в то же время и отличается и простотой, и сложностью. Но смысл в том, что оно сильно отличается от западных строений, поэтому если вы пока что еще не набили себе ни глаз, ни руку в их изображении, просто смотрите на фотографию того, что вы изображаете, если у вас нет перед глазами натуры. Напоминаю, что кисть у нас должна быть сухая, с наличием чернила. И как вы видите, на крыше будет снег. И все вот это пространство, я его не трогаю, я не прорисовываю крышу. А крыша у азиатских зданий имеет очень много черепицы на ней. И как вы видите, я не стала этого делать, потому что там будет лежать снег. Я просто оставляю это пространство белым. Сейчас я буду показывать все в ускоренном темпе до следующего важного момента. Все по тому же самому принципу, что я описала прежде. Просто контуром мы рисуем здание. Сейчас мы прорисуем деревья, поскольку эти деревья у нас на переднем плане, и они после зданий или даже перед зданиями самый важный элемент композиции. Потом поймете почему. Как вы видите, кисть по-прежнему у меня сухая и с наличием чернил на ней. И я эту кисть, я ее ставлю ребром и, прижав ее таким образом к бумаге, я ее толкаю вперед, работая либо самым ее кончиком, то есть прижимаю кончик в момент движения, или же прижимаю ее всю целиком от кончика до пяточки, но при этом, я говорю, она у меня стоит на боку ребром, и делаю вот так вот линии. Такое движение можно делать в направлении туда и обратно, как вам удобно, сверху вниз и снизу вверх. Просто толкать, в принципе, удобнее снизу вверх. Вот. И какие-то ветки я просто прорисовываю кончиком кисти. И вот таким вот образом я наращиваю структуру дерева. Вот. Чтобы... Но, как вы видите, я недостаточно все четко прорисовала, просто наметила какие-то основные ветки. И далее мы продолжаем работать в прежнем ритме. Сейчас
я начинаю наносить текстуру и фактуру. Кисть у меня по-прежнему сухая, с наличием чернил, и как вы видите, я прижимаю ее кончик или же кисть наполовину, в зависимости от того, насколько широкое пространство мне нужно заполнить, я поскрябываю кистью по бумаге на тех участках домов, где подразумеваются деревянные балки. Ну и не только деревянные балки, там, где я считаю нужным воспользоваться этим эффектом. Продолжаем дальше прорисовывать здание. И в некоторых местах у нас снег подтаял, поэтому мы обозначим там кончиком кисти, нарисуем вот такие дуги, обозначая виднеющуюся из-под снега черепицу на крышах, буквально несколько. Теперь я начинаю уже работать, можно так и с цветом, но пока что в черно-белом рисунке. Я развела тушь до средне-серого оттенка, ближе к светлому, и начинаю уже наносить этот серый на некоторые участки. Делаю это выборочно, в зависимости от референса, который у меня перед глазами. И, как вы видите, вот сейчас я начинаю уже работать на плоскости Земли. И вот эти места, я, выделив тушью, остальную часть оставляя белой, даю понять, что это, собственно говоря, там лежит снег. И вот те участки на крыше, где мы показали черепицу, мы тоже их покроем этим же серым оттенком. Просто прикосновением кисти. Обязательно затемним место под крышами зданий, потому что там у нас всегда падает тень. И начинаем прорабатывать задний план, просто заполняя некоторые участки вот этим серым оттенком туши. Как бы обозначая, что там у нас подразумеваются горы. И вот мы выделим вот такими дугами те участки, где мы показываем, что у нас виднеется структура крыши вот таким вот образом. И сразу будет понятно, что остальной участок белый – это снег. Теперь возьмем опять достаточно насыщенной активной черной туши и сухой кистью с распушенным кончиком поскребем в некоторых местах, чтобы побольше их затемнить и тем самым выделить. То же самое сделаем и под крышами, где уже подсох первый слой серой туши, чтобы еще больше их затемнить. Ну и другие некоторые участки, которые мы считаем для этого подходящими. Теперь мы, опять же, возвращаемся к тому моменту, что кисть должна работать как карандаш, и начинаем прорисовывать деревья заднего плана. Но пока что не совсем задние, поэтому их будет более-менее четко видно. Здесь у нас движение кисти – это линии от точки до точки. Для тонкой линии мы менее прижимаем кисть, для более толстой линии более прижимаем кисть. Не надо прорисовывать ничего детально, мы просто даем понять, что там вот какие-то вот деревья, с которых уже опали листья, и вот так у них там ветки во все стороны торчат. Делаем движение свободно, но уверенно. И обозначаем таким вот образом еще несколько деревьев типа сосен где-то на промежуточном среднем плане. Почему я их рисую? Потому что я потом хочу их кроны немного украсить снегом. Я нарисовала несколько линий, стволы, ветки чисто условно, и затем прижимая кончик кисти и группируя рядом с друг другом вот эти отпечатки, я создала кроны. Теперь мы уже начинаем прорисовывать совсем задний план. А вот по тем самым участкам, где мы серой тушью наметили скалы, мы начинаем прорисовывать что-то торчащие, какие-то ветки, кусты.
и траву и так далее, но все это мы просто обозначаем линией, быстрой и уверенной линией. Просто часто пересекайте объекты между собой, это даст объем, и, в общем-то, мы все весьма хаотично и рандомно расположили, но в общей сложности это даст понять, что где-то там вдали вот какие-то там деревья растут, что, собственно говоря, нам и надо. Теперь мы возьмем серый, но более серый оттенок туши, размешав черную тушь с водой и наведя нужный нам оттенок, и еще раз пройдемся по некоторым местам, более их затемняя. Мазок кисти зависит, собственно говоря, от того, какой объект мы с вами заполняем. То есть это может быть линия, это может быть прижатие кисти, то есть от формы, с которой мы работаем, это зависит. И начинаем вводить цвет. Мы будем работать с оттенками коричневого цвета, но эти оттенки, они будут не яркие. Мы должны их развести с водой и получить их бледные оттенки. И начинаем закрашивать некоторые участки зданий и даже немного оставив эти цвета на некоторых участках ближе к переднему плану, но уже за зданиями. И, конечно же, деревья, мы их тоже обозначим оттенком коричневого, просто закрашивая их. Движение кисти повторяет форму, ту, которую мы заполняем цветом. И оттенком коричневого мы еще раз ближе к переднему плану за домами нарисуем несколько, можно так сказать, деревьев. Но повторяйте те же самые движения, когда мы работали черной тушью, то есть линия от точки до точки. Ничего детального, так схематично, просто дать понять. И сейчас яркий элемент. Мы берем ярко-оранжевый, смешиваем его с белым, чтобы этот цвет не потерялся, потому что он, в принципе, все равно будет немного сам по себе прозрачен. И начинаем делать круги. Делаем их достаточно быстро, рандомно, и просто тоже, чтобы дать понять, что вот там висит хурма. Каким движением? Просто круг. Мы ставим кисть на кончик и делаем там точку, и от этой точки по спирали заполняем круг. Все очень просто. И теперь последнее, что мы с вами сделаем, это все-таки белым цветом, белилами в некоторых местах обозначим наличие выпавшего снега. То есть мы и так уже показали снег, оставив просто белые участки, а теперь, чтобы все-таки немножко сделать композицию поярче, она и так достаточно сдержанная, мы белой краской в некоторых местах просто пройдемся. И, как я говорила, вот на тех сосенках в середине, где-то на промежуточном плане, я тоже оставлю отпечатком кисти, просто ее прикосновением на кронах сосен белый снежок. И это будут последние маски на нашей композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, чтобы еще бы вам хотелось нарисовать. Подписывайтесь, лайкайте и до новых встреч!